Если вы несчастны в браке, то чья это ответственность? Ваша или вашего мужа? Давайте разберем в этом видео. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Подписывайтесь, если еще не подписаны. А также у вас есть прямо сейчас уникальный шанс пройти бесплатно первую ступень моих курсов про отношения. Пока еще это доступно, используйте. Ссылка внизу под этим видео. Просто регистрируйтесь, вставляете почту. Все, как обычно, очень просто. И сразу начинаете смотреть видео. Итак, чья же это ответственность, ваше счастье или несчастье в браке с вашим мужем? Вообще, с точки зрения психологии, мы сами ответственны за наши чувства и никто другой. Да, мы чувства не выбираем, они просто как-то с нами случаются, как естественная реакция на то, что происходит в нашей жизни. Но никто другой не ответственный за то, что мы чувствуем, просто потому, что никто другой на это повлиять не может. И тут вы можете возразить, ну вот, например, пришел мой муж с работы и говорит, снова денег нет, будем опять, не знаю, голодать, ущемлять себя. И вы начинаете чувствовать злость, досаду, раздражение и отчаяние. И ведь, в принципе, он же мог на это повлиять. Ну, пошел бы, заработал бы достаточно денег, закрыл бы все финансовые проблемы в семье, и тогда вы были бы счастливы. Но вы несчастливы в этой ситуации, а какая-то другая женщина, возможно, будет относиться к этому нейтрально. А третья, возможно, даже возьмет и поддержит мужа, и если это возможно, да, попробует ему помочь, а что у него там на работе-то не получается. А четвертая возьмет и просто поменяет мужа на того, кто может закрывать финансовые проблемы. Кстати, а как поступили бы вы в такой ситуации? Напишите в комментариях. Итак, если мы за чувства свои не отвечаем, никто другой за них, кроме нас, не ответственный, а что мы вообще можем тогда выбирать, если чувства как-то случаются в нас сами собой? И это несчастье в браке, вы не можете запретить себе его чувствовать. Вы не можете сказать себе, так там, Маша, например, все, с завтрашнего дня замени несчастье на счастье. Вы все равно будете чувствовать те чувства, которые будут в вас рождаться. Но вы ответственны за то, как вы будете реагировать, действовать из этих чувств. Одна Маша из чувства несчастья впадет в депрессию. Другая Маша из чувства несчастья пойдет жаловаться подруге, какой ее муж козел. А третья Маша скажет, да не, ну надоело мне так, надо что-то делать с этим. Встанет, составит себе бизнес-план, как можно это несчастье изменить, и начнет менять что-то в своей жизни, чтобы наконец-то почувствовать себя счастливой. И я вам предлагаю идти по пути третьей Маши. И сейчас расскажу, а что же конкретно можно изменить в ваших отношениях, чтобы из несчастья выйти в точку счастья. Пункт первый. Возьмите листик и ручку и прям напишите по порядку, что именно делает вас несчастливой. Что он зарабатывает мало денег, или он не дарит вам цветы, или он не говорит комплименты, или он с вами не разговаривает, или когда вы хотите прояснить какую-то проблему, может быть, он замыкается, как молчун, а может быть, вообще он говорит, да достала ты меня со своими разговорами, не хочу я ни о чем говорить. Или у вас секса давно нет. Что именно делает вас несчастливой? И, конечно же, это может быть не один пункт, а несколько. Второе. Постарайтесь трезво, ясно оценить, на что вы можете повлиять, а на что нет. Если ваш муж не хочет вас, потому что у него реальные физиологические проблемы, медицинские показания, он не может, ну вот стал он, например, импотентом, вы можете на это повлиять? Нет. А если он не хочет вас, потому что много скопившихся обид в отношениях, потому что нет взаимопонимания, пропало доверие, то есть душевная близость разошлась, а он не может так вот секс ради секса, то тут вы можете повлиять. Если ваш муж инфантил, не зарабатывает денег, не хочет ничего делать, вы просите его вынести мусор, а он его не выносит, детей из школы забрать, а он, как в анекдоте, забирает не тех детей, вы можете на это повлиять? Да. Вы не измените его, но можете ему более четко очертить границы, как нужно относиться к вам, когда вы о чем-то просите, потому что через действие, как он это делает, он проявляет отношение к вам, и здесь можно договариваться. Да, придется поконфликтовать, но не бойтесь конфликтов. Они должны быть точкой сближения, когда вы наконец-то договариваетесь и реализуете то, что вы хотите. Через каждый конфликт с нашим партнером, я, например, со своим мужем, вы со своими мужьями, мы реализуем свои желания. Мы показываем, чего я хочу, мы слушаем, чего он хочет, и находим самые удобные для нас обоих точки соприкосновения.
Если хотите научиться этому, а это определенные формулы, как говорить, как из слов строить верные предложения, чтобы они не злили вашего партнера, а настраивали на его на спокойный диалог, на обсуждение, то я учу этому в своем курсе про отношения. Он состоит из 3 ступеней. И напоминаю, что прямо сейчас первую ступень вы можете пройти бесплатно, начать этот путь, вы ничего не теряете. Но если не пройдете, то теряете эту возможность, потому что в любой момент я просто его закрою. И шаг 3. Вам нужно внести эти изменения, проанализировать, что вы можете изменить, и сделать эти изменения. И здесь вы можете столкнуться с трудностью, что вы просто не знаете как. Поэтому проанализируйте, а если у вас вообще достаточно знаний, как сделать то, что вы хотите изменить. И если этих знаний нет, то нужно найти, где эти знания узнать. В интернете почитать, книжки почитать, какие-то курсы пройти, образовательные. Но это ваша ответственность. Ваше несчастье – это ваша ответственность. Точно так же, как и ваше счастье – это ваша ответственность. И я вас верю, меняйте вашу жизнь к лучшему. Не отказывайтесь от отношений сразу, потому что я вдруг стала несчастной. Это как какая-то принцесса избалованная. Нет, попробуйте изменить сами ваши отношения настолько, насколько это возможно. И верьте в себя.